Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим о том, как вы можете понять и узнать, что у вас порча на здоровье. Как вам ее могут подбросить, как вы это можете увидеть своими глазами. Обязательно просмотрите это видео от начала до конца и не забудьте принять меры. Друзья, прямо сейчас в комментариях напишите слово «здоровье», и пусть Вселенная не только пошлет вам частичку здоровья, но и приумножит это в вашей жизни. Поэтому прописывайте слово «здоровье». Это очень важно. Ну а мы с вами начинаем. Вы знаете, порой с каждым человеком в жизни бывают какие-то непредвиденные обстоятельства. Происходят какие-то неприятные события, которые не получается контролировать. Это могут быть как признаки того, что данный человек вступил не на тот жизненный путь, так и то, что на него кто-то со стороны оказал негативное влияние. Такое влияние чаще всего называется порча и делают ее с помощью всевозможных подкладов. Это очень негативное влияние, которое может не то что изменить привычный ритм жизни данного человека, наполнить проблемами, бедами, но в некоторых случаях, такие как обращение к темному магу или же ослабленное биополе того, на кого она делается, полностью разрушит жизнь, приведет к летальному исходу или к тому, что человек перейдет через черту невозврата, оставив все хорошее позади. Такого ни в коем случае нельзя допустить, поэтому очень важно следить за состоянием биополя, за чистотой энергетики, проводить вовремя различного рода энергетические чистки, но что немаловажно, это то, что нужно выставлять защиту. В особенности это нужно делать тем людям, которые многого достигли в своей жизни, которым завидуют и желают оказаться на их месте, а также и тем, кто находится в окружении недоброжелательных и злых людей, которые готовы добиваться нужного им результата любым способом, не брезгуя тем, чтобы призывать в помощь различного рода негатив. Если вы хорошо знаете себя, работаете над тем, чтобы контролировать свою жизнь и поступление энергии в нее, вы сразу ощутите неладное, и то, что с вами что-то происходит, об этом может подсказать и ваша интуиция, особенно у тех людей, у кого она очень развита. Тогда нужно отслеживать свою жизнь и начинать действовать незамедлительно, чтобы не упустить нужное время и не дать порче закрепиться возле себя, всплестись в вашу жизнь и начать ее разрушать. Ведь потом для того, чтобы от всего этого избавиться, нужно будет потратить много сил, времени, терпеть неприятности и справляться с неудачами. Но для того, чтобы вовремя определить порчу, нужно знать, по каким признакам-то ее определить. Если у вас ни с того ни с сего началось недомогание, вы перестали понимать окружающих, и вам кажется, что они как-то не так к вам относятся, вы больше не строите планы на будущее, у вас страх, депрессия, апатия, неудачи преследуют вас на каждом шагу. Чувства, которые ранее были для вас чуждыми, будут возникать сначала периодически, а затем и постоянно. Порчу возможно навести на любую сферу жизни без исключения. Она делается на дом, на карьеру, на здоровье, на красоту, на деньги, семью и так далее, и так далее. Но мы сейчас поговорим с вами о порче на здоровье и о порче на красоту. Как быстро распознать и как снять ее воздействие. В большинстве случаев и чаще всего подклады оставляют под дверью, так как это проще всего сделать, и такой вред может причинить абсолютно любой, даже не очень близкий человек. А вот для того, чтобы привести его в дом, что также бывает, человек уже должен быть из вашего круга общения, чтобы знать ваши слабые места и знать, где этот подклад в доме можно оставить, чтобы он причинил нужный вред. Если у вас возникли резко сильные боли, вы не можете понять, что же на самом деле у вас болит, так как болело в одном месте, а уже через некоторое время абсолютно в другом, и эта боль перемещается по всему телу. У вас постоянно повышается температура, и определить причину этого, даже при том, что вы сдали все анализы, не удается.
У вас началась затяжная депрессия, и избавиться от нее у вас никак не получается. Вы прибегаете даже к лечению, к успокоительным. Симптомы вроде облегчаются, но через время возвращается все на свои места. У вас начали крутить суставы, появились такое заболевание, как подагра, хотя в семье никто никогда не болел, и вы не знали ранее, что это за проблемы. Вам то и дело хочется спать, трудно подниматься по утрам с постели, да и желания такового нет, что приводит к апатии, эмоциональная нестабильность одолевает вас, вам хочется то смеяться, то рыдать, и объяснить эти перепады в настроении вы не можете. Постоянные головные боли, которые сопровождаются страхами, что с вами должно что-то случиться. Начали возникать и какие-то навязчивые мысли, которые мешают вам спокойно жить. Вы начали задумываться о том, что вам больше не хочется жить такой жизнью, что все надоело, а порой и то, что вообще больше жить не хочется. Могут преследовать переломы, травмы и даже авария. Все эти причины укажут на то, что на вас наслали порчу на здоровье, так как кому-то не нравится, что вы живете спокойной и беспроблемной жизнью. Возможно, кто-то хочет, чтобы вы ушли с занимаемой должности, и у данного человека возникла бы возможность ее занять. А возможно, вашему недоброжелателю из-за того, что у него что-то не ладится, от того, что у него злое сердце, хочется, чтобы и у всех вокруг были проблемы. Несчастья, причин может быть очень много, и узнать, что же на самом деле спровоцировало на такие действия данного человека, совсем нелегко. В это время возле своих дверей или же в доме вы можете найти клочья волос, шерсти, зубы, нитки, на которых будет навязано множество узлов. Это может быть даже и земля для тяжелых болезней, чтобы человек быстро не смог от них избавиться. Когда вы увидите такую находку, нужно сразу же собрать ее в белую салфетку или же лист бумаги, после чего обвязать обязательно белой ниткой, при этом сказать такие слова: «Зло не распространяется с помощью белого цвета, это прекращается». Но вот так вы его нейтрализуете только на время. Но чтобы когда будете проводить последующие меры, оно не оказало на вас никакого разрушительного влияния. Данный сверток нужно вынести подальше от дома, поджечь тоненькую свечу, установить ее возле свертка, проговаривая такие слова: «Порча, прочь уйди, беды все от меня забери. Больше тебя не желаю ощущать и жизнь свою не позволю разрушать». Когда свечка будет догорать, подпалите от нее сверток, нужно, чтобы он сгорел, а свечу киньте сверху. Когда догорит, подожгите палочку корицы, окурите не из себя, но делать это нужно, поворачиваясь в этот момент по часовой стрелке трижды, проговаривая такие слова: «Больше проблем со здоровьем не ощущаю. Порчу с себя снимаю, корица помогает, биополе равняет, светлыми энергиями окружает». Когда закончите, палочку корицы выбросите левой рукой через левое плечо, проговорив такие слова: «Все, что мне пожелали, пусть туда уйдет, откуда пришло, и здоровье повредило мое». Таким образом, вы не только снимете полностью порчу, но и вернете данный разрушительный негатив тому, кто вам его наслал. Уходите с данного места и не поворачивайте голову назад. Вам будет очень хотеться это сделать, так как в данном месте останется все плохое, что мешало вам спокойно жить. Вернувшись домой, сразу умойтесь. Вымойте руки с мылом тщательно, после чего приготовьте отвар. Для него вам понадобится 3 лавровых листа, 3 жменя липы, крапивы, а шишки ели по вашему усмотрению и щепоточка крупной соли. Когда вода закипит, она должна настояться не менее чем полчаса, после чего вам нужно набрать ванну воды. Если у вас нет ванной, данным отваром нужно просто ополоснуться. Это нужно проделать для того, чтобы выровнять биополе и восстановить поступление нужных энергетических потоков в вашу жизнь. Ведь когда накладывается порча, они не могут к данному человеку поступать в нужных для него количествах, что и сказывается пагубно.
Если вы будете принимать ванну, в ней нужно находиться не менее 15 минут, расслабившись и думая в это время о чем-то хорошем, положительном. Если же вы будете просто ополаскиваться данным раствором, нужно также делать это не спеша. Стараться намочить все свое тело и даже волосы, чтобы все энергетические каналы активизировались и положительные энергии начали поступать. А когда будете это делать в первом и во втором случае, обязательно проговорите такие слова: «Здоровье мое крепкое, болезням впредь не подвластное, биополе сильное, это мне помогает и светлые энергии привлекает, каналы очищает и жизнь всем нужным наполняет». Как только вы закончите, вы сразу ощутите прилив сил, энергии, голова просветлеет, самочувствие обязательно улучшится. Выйдя из ванны, не обтирайтесь, пусть вода высохнет самостоятельно. Вы заварите в это время себе мятный чай с лимоном, пейте его и мечтайте. Такой чай нужно будет пить каждый вечер наедине со своими положительными мыслями, обдумывая все приятные события, которые начали с вами происходить. Проделывать это на протяжении 7 дней. Также не забывайте в это время благодарить Вселенную за улучшение самочувствия и за то, что послала вам в помощь нужные травы и энергии, которые будут помогать справиться с этим неприятным жизненным этапом. С каждым днем вам будет становиться лучше и лучше, а вот тому, кто оказал на вас влияние, наоборот, можно будет не позавидовать. Он будет отвечать за свой негативный поступок и ощутит все влияние насланного зла в виде порчи сам на себе, что заставит его задуматься о действиях. Если осознает, то получит шанс все исправить. Ну, а нет, значит, придется отвечать по полной. Еще один вид порчи – это порча на здоровье, на бесплодие. Обычно она делается на кроличий мех, на красные нити, на волосы того, кого она будет касаться. При такой порче мужчина не может осуществлять половой акт, так как у него возникают мужские болезни, а женщина ощущает при этом болезненность и не получается зачать малыша. Если вы нашли такую находку, нужно обязательно ее сжечь тотчас же. После чего поджечь белую свечу, перед ней сплести из веточек полыни косичку, разместить ее возле свечи и дав свече полностью выгореть. Агарок нужно выбросить. Данную косичку нужно носить при себе на протяжении 3 дней. Затем потереть ней район пупка, полночь сжечь подальше от дома, проговаривая такие слова: «Порчу, связанную с бесплодием, снимаю, ее влияние», называйте свое имя и своей второй половинки прекращаю. С этого момента все любовные дела наши наладятся, бесплодие прочь отступает, малышу родиться не мешает. Когда вы это проделаете, на протяжении 3 дней заваривайте чай из различных трав. Какие подобрать именно вам для восстановления силы биополя, здесь уже подскажет ваша интуиция. По истечении этого времени пробуйте зачать малыша, и у вас все получится, как вы того и желаете. А малыш обязательно родится здоровым и крепким. Часто нашей внешности завидуют близкие подруги. Возможно, потому что у них нет того, что есть у вас. Например, таких красивых волос, кожи, больших и выразительных глаз, губ, фигуры. Возможно, потому что на вас обращают больше внимания мужчины, чем на них. А возможно, из-за того, что мы создаем семью или отношения с тем человеком, с которым бы они хотели это сделать. Наши прабабушки учили, что нет худшего недруга, чем самая близкая подруга. Это, конечно, не всегда так, но в большинстве случаев беду приходится ждать именно от таких людей, да еще и в самый неподходящий момент. Кожа моментально начинает портиться, появляются прыщи. И если сильное влияние, возможно, при помощи черной магии, прыщи будут гнойными, перерастут в акне, на теле могут возникать различные пятна, псориаз, бородавки, дерматит, покраснения, будут чесаться и покрываться волдырями. Также могут присутствовать и другого рода образования, от которых не получится избавиться с помощью косметолога.
Могут возникать и бородавки на интимных местах, что будет мешать уже в вашей интимной жизни. Начнут ломаться ногти, портиться зубы, выпадать волосы, что повлечет за собой ко всему еще и крупные финансовые расходы. Как только у вас получится нормализовать что-то одно, сразу будет возникать что-то следующее, и конца и края этому не будет. Депрессии появятся в вашей жизни, так как вы будете сильно расстраиваться, глядя на себя в зеркало. Возможно, та же самая ваша близкая подруга, как бы ненавязчиво, но очень обидно будет вам это все подчеркивать, проговаривая, а раньше у тебя такого не было. Это стало еще хуже, чем было. Или все это будет приумножать принесенный негатив и еще, к сожалению, больше вредить вам. Порча на красоту создана для того, чтобы красивую женщину быстро сделать некрасивой, отобрав у нее прежнюю жизнь. Данный вид порчи может сопровождаться бессонницей, кошмарами, где вы будете ощущать, что выхода из сложившейся ситуации нет. Такая порча очень часто делается на сожженную фотографию. Поэтому возле своей двери или в доме вы можете обнаружить кучку пепла. Делается и на ржавую иглу, может быть сделано и на вашу косметику, с которой вы будете соприкасаться каждый день. На полотенце, на зеркало, которое вам преподнесут в подарок, или на рис. Если вы что-то обнаружили у себя под порогом или, что еще хуже, в доме, сразу соберите и начните действовать. Запомните, ни в коем случае нельзя паниковать. Вы сильная и совсем справитесь. Вы вернете свою прежнюю жизнь, и у вас все наладится. Найденный подклад нужно сжечь. Затем в этот же день купить маленькое зеркальце, в которое кроме вас никто не должен смотреть. После чего вам нужно принять ванну с отваром из ромашки и сказать такие слова: «Ромашка, остатки порчи собери, с меня ее убери». Затем сразу откройте зеркальце и скажите такие слова: «Зеркальце, красоту мне верни, возобновить», и проговаривайте, что «помоги». Так нужно проговаривать и смотреться в зеркало каждый день. Очень скоро все восстановится, и после чего данное зеркальце нужно будет замотать в кусочек белой ткани, вынести к любому водоему с бегущей водой и там его припрятать, попросив воду передавать вам силу и оберегать вас от всего плохого. С каждым днем вы будете становиться краше и краше, чем были ранее. А вот ваш недоброжелатель будет приходить и постоянно просить одолжить какую-то вещь. Сделайте, пожалуйста, вывод о данном человеке и, конечно же, ничего не давайте. Друзья, мы с вами сегодня поделились очень важной, ценной информацией. Поэтому, друзья, прямо сейчас ставьте лайк. В комментарии напишите слово «здоровье». Не бойтесь прописывать эти слова. Эти слова помогут вам в жизни. Вы показываете Вселенной, что это вам нужно. И Вселенная обязательно это отправит в вашу жизнь. Друзья, ну а прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.